Людям с РПП очень тяжело выздоравливать. И не только потому, что это такое заболевание, а потому что выздоровление от РПП– это тяжелейший жизненный кризис. А почему это кризис? Зачем это кризис? Откуда этот кризис? И что с ним делать? Я рассказываю в этом видео. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова-Бартей, я психолог, кандидат биологических наук. Здесь я и мой котик. И сегодня я буду рассказывать вам о том, почему так сложно, иногда психологически сложно выздоравливать от РПП. Как я сказала, выздоровление от РПП – это сложнейший психологический кризис. Что такое кризис вообще? Психологический кризис – это то, что происходит с человеком, когда он сталкивается с ситуацией, где его жизнь кардинально меняется, где меняется все. И то, что раньше работало, то, что он знал раньше про жизнь, про себя, про то, как все устроено, вдруг перестает работать. И надо все новое. А что новое, непонятно. Где брать это новое, непонятно. И кризис обычно сопровождается очень тяжелыми переживаниями, негативными, таким ощущением, что я не знаю, что делать. У меня почва исчезает из-под ног, все меняется, все непонятно. Человек находится действительно в тяжелом состоянии, и здесь он может и выгорать, и впадать в депрессию. А в случае РПП переживание этого кризиса очень затормаживает выздоровление. Иногда, и очень часто на самом деле, может отправить человека в откат. И от выздоровления, не справившись с этим кризисом, он снова уйдет в болезнь. Так вот, кризисы бывают разные, надо сказать, что может восприниматься как кризис. Ну, во-первых, возрастные кризисы. Например, кризис среднего возраста. Это когда... Ой, извините, кошки есть кошки. Это когда человек был молодой, вот он считал, что у него вся жизнь впереди, он еще успеет и то, и то, и то, времени у него навалом, а тут бац, и ему под 40 или 40, и он такой, ой, а осталось-то меньше, чем уже прожито. Первое, это означает, что я умру. И второе, что что-то я так успел мало. Я ж хотел и великим писателем стать, и вокруг света объехать, и 10 детей иметь. И вот мне уже 40, а я еще не любил, я еще не стал богатым, я еще не занялся тем, чем всегда хотел. И вот тут люди начинают очень сильно переживать, они могут впадать действительно в такую довольно тяжелую депрессию, которая может длиться несколько лет, и этот кризис может занимать несколько лет. Такими кризисами могут стать потеря какого-то важного близкого человека, развод, потеря работы, которая была очень ценна и так далее. Что касается людей с РПП, то у них тоже есть очень специфические такие переживания, связанные с выздоровлением. И прежде всего это, конечно, из тех кризисов, которые можно назвать, это кризис идентичности. Что такое кризис идентичности? Кризис идентичности – это когда вы перестаете понимать, кто вы. Вот кто вы. И чаще всего кризис идентичности, конечно, накрывает анорексиков. Потому что, когда у меня анорексия, год, 2, 3, 4, 5, я знаю, что я девочка с анорексией. Я анорексик. Я вот такая странная и загадочная, я могу умереть, у меня свой мир, у меня там свое какое-то общение с другими анорексиками, особенно если меня госпитализировали, они там все знакомятся, потом они все общаются. Чертова кошка, она ушла, кстати. Вот. И я такая вот вся в этом, я очень долго об этом думаю. И если меня спросить, я, может, так не скажу, но я-то знаю, что я девочка с РПП. Я это знаю. И потом, когда начинается выздоровление, эти девочки и мальчики вдруг сталкиваются с ситуацией, что подождите, значит, я уже не девочка с РПП, а кто я?
А кто я тогда? У меня ничего нет. У меня была только анорексия и худоба. И это тоже у меня забрали. А кто я? И надо учитывать, что люди уходят в анорексию обычно в подростковом возрасте. И пока они болеют, особенно если это долго, особенно если это годы, их ровесники получают образование, их ровесники заводят себе парней, девушек, куда-то ездят, чем-то занимаются, они с кем-то общаются, формируют какие-то там связи с друзьями, компании. Анорексик после 4-5 лет болезни, выныривая из анорексии, понимает, что у него этого ничего нет. Весь его круг общения – это мама, реже мама и папа, и вот эти девочки, которых он или она, или мальчики, но чаще девочки, знает по клиникам. Все это время человек общался только с врачами, которых он обычно, но они не друзья, и все, и только мама. Образование не получено, я ничего не умею, кроме худеть, у меня нет друзей вообще, у меня нет парня, у меня нет профессии, у меня нет ничего. Так кто я? И что мне со всем этим делать? Опереться не на что. Нельзя пойти с друзьями на вечеринку, как-то развеяться и понять, что вот, да вот же, вот она жизнь. Плюс еще анорексики очень сильно в возрасте отстают психологически. То есть ему уже как бы 20, да, по паспорту, а психологически ему 15. И общаться с ним, другим 20-летним, как-то странно. И общаться с ним 15-летним тоже странно, потому что ему не 15. И вот пока он не догонит свой возраст, у него очень много задач, ему нужно психологически догнать свой возраст, ему нужно как-то получить это образование, найти каких-то друзей с нуля практически, с нуля. Опять же, где вы знакомитесь, где вы заводите друзей? В школе, там, в университете, в колледже, на работе. У них этого нет. Вообще. И вот он такой, лет так в 18, в 20, такой вот я выздоравливаю сейчас, и куда я иду? И с кем я разговариваю? И о чем я разговариваю? Если не о жизни с анорексией. Пустота. Тяжелейший кризис идентичности. И, конечно, в такой ситуации лучше проще пойти назад в анорексию, где все понятно, где мне есть место, где я знаю, кто я, и другие тоже знают, кто я. И относятся ко мне соответственно. Я знаю, как себя вести и как себя чувствовать, и с чем я сталкиваюсь. И поэтому люди, которые проболели уже какое-то время, так тяжело выходят из анорексии. Не только из-за особенностей самого расстройства, но и из-за этого. Из-за отсутствия какой-либо жизни вне анорексии, из-за отсутствия целей, планов. Очень долго единственной целью этих людей было худеть. Очень долго. Никаких других целей у них нет. Многие цели уже прошли мимо них. Там какие-то спортивные достижения, танцевальные достижения. Все потеряно. Назад в анорексию. Что касается булимиков, то у них, наверное, кризисов меньше всего, потому что у булимиков в основном накрывает сожаление. Булимики сожалеют о том, сколько они упустили в жизни из-за булимии. Они часто поздно выходят замуж или вступают в какие-то нормальные отношения. Они часто не могут родить детей, потому что, во-первых, они не взрослые сами по себе, им тяжело отвечать за кого-то, они могут отказываться от деторождения. А потом, когда они начинают это делать, уже довольно поздно, часто, они уже не могут. Плюс еще вот эта чехарда, то есть аменорея, то нет аменореи, то она худеет, то она поправляется. Там еще с гормонами полный бардак. И часто, не всегда. И потом они начинают пытаться, и там идут в ход и ЭКО, и одна попытка, и вторая, и третья. И часто не получается. И вот здесь тоже наступает какое-то такое переживание тяжелое, когда я понимаю, сколького я лишилась в жизни.
И опять же, когда человек болел 10, 15, 20 лет, когда он выздоравливает, его прежде всего посещает вот это. Как же жаль всех этих упущенных лет. Сколько я могла сделать, я могла быть счастлива, я была молодой, я была красивой, я могла наслаждаться. Но я точно не наслаждалась, потому что я жила в этом, между едой и унитазом. Я жила вот в этом. И половина моей жизни, или добрая часть моей жизни ушла туда. И хотя булимики, почему у них нет такого тяжелого кризиса? Потому что они как бы не особо идентифицируют себя как булимики. У них есть другие вещи, у них есть какая-то социальная жизнь, у них есть профессия, у них есть образование. Они себя могут идентифицировать так же, как и люди с компульсивным перееданием, у которых тоже семьи, дети часто, они заводят детей часто до того, как уже там сильно в это погрузятся, потому что люди с компульсивным перееданием, их накрывает позже всех по сравнению с анорексиками и с булимиками. Поэтому они часто успевают завести семьи, завести детей, у них тоже есть образование, у них тоже есть какая-то идентичность. И когда они выздоравливают, им есть на кого и на что опереться. Единственное, наверное, такое действительно, кроме вот этого сильного-сильного сожаления, прямо такого, знаете, горестного, прям горевания. У булимиков, если может случиться какой-то кризис, то это кризис, когда вот вы там 10-15 лет упирались в какой-то профессии, там добивались, достигали, куда-то ломились, куда-то лезли. А потом такие, когда уже булимия ушла, вот этот трудоголизм, вот эти какие-то представления о том, что я должна самореализоваться, тоже уходят. Человек такой, а чего ради? А зачем? А хочу ли я это? А может, я хочу чего-то другого? Вот тут может быть, но и то по сравнению с тем, через что проходят анорексики, это ну, намного меньше и слабее. Поэтому булимики как раз, им главное с булимией разобраться. С остальным они там разберутся. Они, когда из своей булимии вылезут, они себе и любовь найдут, и друзья у них есть, как я сказала, и успехи у них есть. Булимикам попроще. Что касается компульсивного переедания, вот как это ни парадоксально может показаться, у людей же есть все, у людей есть и семьи, и тоже работа, и друзья, и вроде все у них прекрасные отношения с близкими, у них там с семьями хорошие. Но люди с компульсивным перееданием переживают выздоровление так же тяжело и болезненно, как анорексики. Я часто говорю, что они похожи во многом, они как инь и янь. Так вот, с чем сталкиваются люди с компульсивным перееданием, когда выздоравливаются? Они сталкиваются с этим же сожалением об упущенной жизни, о потерянной жизни. Но раз так в 20, в 50 сильнее, чем булимики. Потому что, понимаете, вот не есть в принципе просто, так же, как и есть просто. Там еще с этой рвотой там еще как-то надо повозиться. А так любой человек с компульсивным перееданием или лишним весом знает, как похудеть. Надо меньше есть, больше двигаться. Все. Никакой там, я не знаю, квантовой физики. Все просто. Меньше есть, больше двигаться. Они это знают и всю жизнь пытаются. А потом они идут в работу, причем люди с компульсивным перееданием, как правило, идут в работу поздно. То есть если анорексиков приводят в работу где-то там, либо родители их приводят практически сразу лет в 15, либо они приходят уже более-менее там лет в 20, уже после вот этой длительной истории госпитализации и всего прочего. Булимики приходят в работу где-то лет в 30-35 чаще всего. Если это не анорексия с очищением, тогда они вот с подросткового возраста как начинают, так и идут. А люди с компульсивным перееданием чаще всего приходят в терапию, когда им уже так сильно за 40 или в районе 50. И когда этот человек в процессе терапии вдруг перестает переедать, его накрывает вот это сильнейшее сожаление вкупе с таким
негодованием на себя, на терапевта, потому что вот это вот, почему так просто? Как так? Почему я столько лет не могла с этим ничего сделать? Почему так просто? И сожаление именно в том, что мне уже 50, и я всю жизнь была полной, и я всю жизнь с этим боролась. У меня не было столько секса, сколько я хотела. У меня не было столько любви и приключений, сколько я хотела. Я столько страдала. Я столько чувствовала себя толстой, униженной, презираемой. Я испытывала стыд, я испытывала вину. Столько лет. Ну как же так? Почему я не сделала этого раньше? Намного раньше. И тогда бы у меня все это было. Какая-то другая жизнь, с какими-то другими событиями, с какими-то другими. У меня были бы романы, у меня были бы приключения. Я бы занималась любовью, я бы куда-то поехала, я бы залезла бы на гору. У меня была бы жизнь. И хотя у меня есть жизнь, потому что, как я уже сказала, у них есть жизнь, но она не та. Это жизнь, которую они смогли себе позволить с этим весом. С другим весом у них была бы другая жизнь. И это сожаление настолько сильное, что человеку с компульсивным перееданием проще доказать самому себе, что меня невозможно вылечить, и остаться горевать, что вот я такой, мне никто не может помочь, и найти какой-то смысл в этом существовании с большим лишним весом, чем вдруг в 50 плюс столкнуться с тем, что оказывается можно быть худым. Возникает вопрос, а зачем мне сейчас быть худым? Я просто доживаю свою жизнь. Я уже поняла, что мне еще там лет 10, у меня уже тут болит, там болит, у меня уже сердце, мне уже все врачи говорят, надо сбросить вес, надо сбросить вес. Я не могу его сбросить. И я понимаю, что ну как бы да, я уже как-то вот иду к закату. И вдруг я вот сейчас возьму и похудею, и что? Что я буду делать? Вот я теперь такая худая, ну что, я на свидание пойду? Буду наверстывать недополученные романтические переключения с мужчинами? Или что я сейчас буду делать с этим весом? Стану красивой? Ну, я была бы красивой, если бы я похудела в 20 или в 30. Тогда да, у меня было бы время этим наслаждаться, у меня было бы время получать все это внимание, у меня было бы время носить красивую одежду. А сейчас что? И согласиться с тем, что я сейчас похудею, вот в этом возрасте, чрезвычайно тяжело, потому что останется винить себя за то, что не сделал этого раньше, не напрягся, не пошел в терапию, все что угодно. И только ты как бы виноват в этой упущенной жизни. И все это дополнительно сопровождается кризисом потери смысла. А кризис потери смыслов — это тоже такая очень сложная история. Это когда кризис потери смыслов есть у всех. Но трудно сказать, у кого больше, у кого меньше. Это, наверное, уже от человека зависит, у кого больше, у кого меньше. Потому что очень долго главным смыслом жизни людей с РПП была борьба с РПП. Либо борьба с весом, либо борьба с РПП в принципе, как у булимиков, либо борьба с весом, борьба против еды, потом борьба против анорексии за выздоровление. Очень долго главным смыслом была борьба. А теперь она закончилась. А смыслов нет. Нет смыслов. А что делать? Ради чего жить? Кризис смыслов — это то, ради чего мне теперь жить. Как бы, опять же, если еще анорексики молодые как-то могут интегрироваться, булимики интегрированы, то людям с компульсивным перееданием, хотя они тоже интегрированы в социум, но вот это «я хочу похудеть, чтобы быть счастливой и красивой» вдруг перестает работать. Потому что вот я похудею, буду ли я красивой, буду ли я счастливой. А в чем смысл? Зачем я столько лет билась? Куда я дела свою жизнь? И вот тут наступает вот тот самый кризис смыслов, сильнейший. Но он может быть у анорексиков,
И у булимиков. У анорексиков он тоже наступает тогда, когда они уже вроде как более-менее начали общаться, там поступили в какой-то университет, у них появляются какие-то друзья, но они как-то поднабрали вес. И тоже как-то, вот знаете, вот как следом за кризисом идентичности сразу идет кризис смыслов, потому что что делать-то? Я вроде как это, ну да, делаю, но с какой страстью я худела, они помнят эту страсть, эту сфокусированность, эту эйфорию от сброшенных килограммов, от веса на весах. Вот этот отвес-привес, какой-то такой сельскохозяйственный термин, как что-то про животноводство. Ну, его анорексики используют. Отвес-привес. Вот от этого отвеса на весах они испытывали такой кайф, что ничто другое с этим сравниться не может. И они хотят быть такими же, как во время анорексии. Вот так же, такими же сосредоточенными, такими же целеустремленными, такими же волевыми, такими же собранными, сдержанными, такими прям острыми. А обычная жизнь, она же не такая. Она какая-то такая, вот тут перепроспал, тут опоздал, тут еще что-то. Пока они в анорексии, они не опаздывают. Они просыпаются вовремя. Они как сверхлюди. Но никогда, а когда они выздоравливают, они становятся обычными людьми. И тут тоже, а зачем мне жить? Они же еще и перфекционисты, анорексики. Они же хотят быть лучшими, а тут раз, и я не лучший. Долго моим смыслом было быть самым лучшим, самым худым, самым идеальным, самым совершенным. Что теперь смысл моей жизни? Вот. Если у булимиков наступает кризис смыслов, то это, как я уже сказала, в основном про то, что я работал, добивался, а теперь мне что делать? Непонятно. Вроде как работать я уже так не хочу, а что еще делать, я не понимаю. Но это как бы ладно. Так вот, в чем проблема с этими кризисами? Проблема в том, что если выздоровление для вас тяжелейший кризис, как я уже сказала, вам гораздо легче, гораздо понятнее, гораздо проще и гораздо естественнее остаться в болезни, чем в этот кризис входить. Потому что чем здоровее вы будете, тем острее вы будете его чувствовать, все эти кризисы, тем острее. А в кризисе нет ничего приятного. И хотя все время психологи говорят, что кризис это возможность. Кризис это не проблема, это возможность. Как бы оно да, но чувствовать от этого себя как-то не очень лучше человек, как ты сказал, не по-человечески. То есть как бы это возможность, но вам все равно плохо, грустно, у вас все равно депрессия, вы все равно переживаете, вы все равно чувствуете, у вас падает самооценка еще ниже, чем она была, а у людей с РПП она и так, прямо скажем, невысокая. Так вот, это очень сложно, и поэтому люди держатся за свое РПП и всячески сопротивляются выздоровлению, сопротивляются терапевту, сопротивляются врачам и сопротивляются выздоровлению, не осознавая этого, конечно. Так вот, если вы подозреваете, что у вас такой кризис, или тем более знаете, что у вас кризис, что делать? Первое, что делать, находясь в состоянии кризиса, это признать, конечно, что у вас кризис. Сказать себе, да, это у меня кризис, связанный с выздоровлением, это у меня кризис идентичности, или это у меня кризис, связанный с сожалением о вот этих потерянных годах, в которые я боролась с весом, вместо того, чтобы жить и наслаждаться жизнью. Признать, что у вас этот кризис. Второе, четко объяснить себе, почему у меня кризис. Если у меня кризис потери смыслов, надо сказать себе, ну да, это же вот столько лет у меня был вот такой смысл. А теперь же у меня нет такого смысла, я же похудела, у меня же нет смысла худеть теперь. Значит, что у меня происходит? Ну вот, теперь у меня эти смыслы потеряны, мне нужны какие-то другие смыслы, и поэтому я так себя чувствую. Вне безопасности, неудовлетворенным, фрустрированным, депрессивным, унылым, в общем, все, что с этим связано. Это второе. Третье, что нужно сделать, это признать необходимость изменений, сказать себе, что так, нужно что-то менять. Так, как раньше было, мне уже не хочется. Да, это долго для меня работало, это РПП, оно меня защищало от моих травм, оно мне чем-то помогало, оно снимало напряжение, но больше так
Я делать не буду. Я так делать не хочу. И чтобы выйти из кризиса, мне нужно не просто выздороветь, а сделать еще что-то с моей жизнью, чтобы мне тут вообще нравилось. Это третье. Четвертое, что нужно сделать, это признать реальность такой, какая она есть. То есть это не когда мы сожалеем о том, как было бы здорово, если бы у нас были друзья. Вот были бы у меня друзья, и все было бы по-другому. Вот если бы я могла пойти в университет вместе со своими одноклассниками, все было бы по-другому. Вот если бы я могла быть такой же идеальной, совершенной, сосредоточенной, эффективной, как когда у меня была анорексия, все было бы по-другому. Вот похудея в 20, вот как бы, какой была бы искрящаяся моя жизнь. И я сожалею об этом, страшно. Все могло быть по-другому. Нет, признать реальность — это сказать себе: так, окей, я вынырнула из своего РПП, мне столько-то лет. У меня в жизни нет этого, этого, этого и этого. Этого и этого у меня уже не будет. А вот это у меня может быть. Вот что вы делаете. Вы признаете реальность такой, какая она есть. И если в ней что-то вам страшно не нравится, вы это признаете, что это есть и это мне не нравится. И последнее, что вы делаете, вы строите план, исходя из реальности, и вот из реальной реальности. То есть, ну хорошо, вот я похудела и мне 50. Окей. Что, какое удовольствие, какую радость я могу получить от жизни, учитывая, что я все-таки похудела и мне уже 50. Хорошо, что там у нас взрослые женщины, какие некрасивые вещи носят? Окей, что там, чем можно заниматься, куда можно поехать, на какую гору можно залезть, что я могу сделать? Может, я всегда мечтала сесть на велосипед. Могу ли я в 50 лет сесть на велосипед? Естественно, могу. Может, я мечтала спуститься, там, сплавиться на байдарках. Могу я сделать это в 50 лет? Естественно, могу. И так далее. Вы прям строите план, исходя из того, что есть. Точно так же для анорексиков. Вот у меня была анорексия, сейчас мне 20, у меня нет друзей, у меня нет парня, у меня нет образования. Это так. И я строю себе план, где я буду брать этих друзей, где их можно найти. Как насчет образования? Какое это будет образование? Дневное, заочное, где мне будет просто? Проще, учитывая мой возраст и мою историю, да, мой опыт. Как я буду там, где я себе буду заводить парня? Я хочу парня. Вот хочу я парня. То есть мне что лучше делать? Просто ждать, пока он появится? Или мне тоже предпринимать какие-то действия? Если предпринимать, то какие? Вы строите план даже не по выходу из кризиса, а по построению своей дальнейшей жизни, по возвращению в нее того, что вам хотелось бы, чтобы в ней было, и по удалению из нее того, например, одиночества, что вам не хотелось бы, чтобы в ней было. Вот, ничего не забыла. Внезапный финал такой наступил у видео. Вот, все, что я хотела сказать. Как обычно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, помогайте каналу продвинуться. Мне все время пишут: Нина, почему у вас так мало подписчиков? Почему у меня так мало подписчиков? Помогайте, пожалуйста. Вот, подписывайтесь обязательно, комментируйте, репостите, делитесь моими видео. И подписывайтесь на мои социальные сети, ссылки в описании к этому видео. Подписывайтесь на телеграм-канал, там больше контента. И ищите меня через социальные сети, если я вам нужна. Пока!